Всем я сегодня на вайбе, дрипе и чили, как говорится. И давайте сразу проведем очень короткий тест. Внимательно смотрите на картинку и скажите, что вы видите на ней. Вот это? Или может быть вот это? Не угадали. Это просто очередной модник. Вы посмотрите на его движения, они так и говорят. Мне так грустно, я гуль. Ну да, сейчас ведь считается крутым быть показушно грустным. Посмотрите, какой депрессивный. У меня куча психологических травм. Меня никто не понимает. И вообще в жизни нету смысла. Ой, мам, когда в магазин пойдешь, купи мне лак для волос, ладно? Запомните, надпись «Стиль» на вашей одежде не делает вас автоматически стильным, скорее показывает вашу безвкусицу. Для того, чтобы быть стильным, нужно иметь вкус, сочетать цвета в одежде и подбирать вещи, которые подходят именно вам. Ну что же диктует нынешняя мода? Ходи в черном оверсайзе, будто ты донашиваешь одежду за своей бабкой. К тому же таскай нелепые педали на высокой подошве, которые выглядят как кусок китайской резины. Прям представляю, как они растают на солнце. Ведь по мнению модников, оверсайз это удобно. То есть нормальные спортивные штаны это всегда было неудобно. Или вот, например, худи на 100-500 размеров больше. Казалось бы, зачем? Ведь если ты будешь носить худак своего размера, то тебе тоже будет удобно. Прикинь. Хотя в данном случае большое худи позволяет прятать одноразку или вейп от мамки с папкой, чтобы ремня не получить. Ну заплачь. Еще признаком мужских гормонов среди модников является покраска волос. Ну, например, в розовый. Сразу видно «мужик». Хотя скорее это все из-за большой насмотренности аниме. Ну как же это угарно выглядит на фоне хрущевок, или когда такие персонажи живут в селе или в деревне. Говорят, встречают по одежке, провожают по уму. Но вот если вы идете по улице и видите алкаша, одетого, в типичный прикид нищего человека, на что вы рассчитываете? Что данный персонаж откроет вам тайны вселенной и мироздания? Очевидно, что нет. Все, что вы услышите от такого человека, это пара баек про его молодость и невероятные философские советы про то, что пиво с водкой лучше не смешивать. Кстати, особая благодарность бустеру с никнеймом Ванесса. Благодаря ей я тоже прикуплю себе модные ботиночки и пижамку. Точнее, только штаны от пижамы. Теперь я тоже буду модным и стильным. Надеюсь, когда-нибудь я смогу позволить себе полноценную пижаму. Спасибо. Еще считается хорошим вкусом купить себе самый новый iPhone, но свое лицо закрывать рукой или стикером. А еще круче вообще заговнить фото, зашакалив его до уровня Мотороллы. Смотря на фотки и видео, которые я вам показываю, вам могло показаться, что на них запечатлены 2 или 3 человека. Но нет, это все разные люди. Просто они все как миньоны, которых клепают на заводе. Оцените современный модный гардероб на каждый случай жизни. Пижамный костюм для сна, костюм Абибас для занятия спортом, официальный костюм, повседневный наряд, костюм на Хэллоуин. В этой крутой субкультуре не таких, как все, ограниченный набор одежды, точнее униформы, потому что все они выглядят одинаково. Прически тоже одинаковые, вариация, правда, все же есть, либо вылизанный, аккуратный, либо растрепанный, неряха. В остальном все одно и то же. Но самое смешное, что у каждого участника данной секты даже набор анимации одинаковый. То есть какие-то движения, позы для фотографий, танцы. Да-да, там есть пара движений для танцев, и они все двигаются одинаково. Майкл Джексон отдыхает. Кстати, энергетик. Школа отнимает все силы, и их нужно как-то восстанавливать. Ведь нужно еще на стройку сходить, пофоткаться с энергосом и одноразкой. А вечером домашка, а потом тихтох листать, пока ирхон не разрядится. Сил нету, жизнь боль, короче. Еще угарно, когда модники узнают новое сленговое слово, которое во всем мире уже давно успело устареть. Как, например, пикми. Это выражение, которое со времен хождения мамонтов по земле знали все любители кей-попа. Так они называли участницу группы, которая пыталась выделиться и показаться милой для того, чтобы стать, любимицей большинства людей. Но
Наши модники готовы использовать любое иностранное сленговое слово, которое вообще даже в тему разговора обычно-то и не подходит. И самое смешное, что такое происходит постоянно. Как только они узнают новое слово или выражение, то начинают активно его использовать где только можно и где нельзя, чтобы выделиться из толпы и показать, что они не такие, как все, и типа другие люди не в теме. Ой, простите, не шарят. Таки да, вы скажете, что я тут все смешиваю и путаю будто ингредиенты в супе, что вот это гули, а вот это нефора и так далее. Но мне плевать. Ясно. Слушай, не нравится? Пошел нахер отсюда. Это не для тебя сделано и не для таких, как ты. Не ходи, не засирай комменты. Никому ты тут не нужен. Тебя не звали сюда. Тебе тут не рады. Уйди отсюда. И больше никогда не приходи. Кстати, заметьте, что нефор – это неформал, а неформал означает неформат. Но поскольку сейчас таких неформатов уйма, получается, что это уже формат. То есть, чтобы стать настоящим нефором, достаточно просто быть самим собой. Делать то, что любишь, и одеваться так, как хочешь ты, в те вещи, которые тебе нравятся и подходят. А не так, как тебе диктует твоя якобы субкультура, в которой кроме курения электронки, питья энергетиков и таскания широких шмоток ничего нет. Ну заплачь. Как я мог забыть еще такие крутые детали, как подвороты зимой? Пацаны в угах или демонстрация носочков. Хочу, чтобы все видели, что на моих носках написана какая-то тупая цитатка или фраза из мемасиков. Все смотрите на мои потные ноги и восхищайтесь. Про девушек в этой системе модников я даже говорить не хочу. Там тоже П. Точнее, полный П, по типу глаз а-ля Сотона, Могила и прочего трэша, о котором даже говорить вслух уже моветон. Вся эта дурость выглядит так, будто на дворе 80-е. Но это альтернативная вселенная, в которой наступила антиутопия, и Гитлер вместе с Ким Чен Ыном завладели всем миром. А это какие-то странные миньоны в черной униформе. Это что-то типа сбоя в Матрице, где NPC начали клонироваться и потеряли свою индивидуальность. Ну или что-то типа того. В общем, скажем спасибо таким модникам за чистые улицы. Правда, я не знаю, чем они их чистят, своей шевелюрой или широкими брюками, которые сшиты из занавесок, видимо, для лучшей проветренности. Шикарные штанишки от пижамы, кстати. Ну ладно, короче, надоело. ББ.